Итак, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Хотел бы сразу первым делом что сделать? Поздравить вас всех с наступившим Новым годом. Надеюсь, он будет гораздо у нас более, скажем, спокойным. И самое главное, что и на рынках, в том числе, наконец, все-таки, надеюсь, установится какое-то равновесие. Особенно, когда все-таки, когда придет, скажем так, Конгресс республиканцев. На это вот как бы возлагаются надежды не только мною, но, я думаю, многими. Значит, смотрите, во-первых, давайте начнем с чего. Эта неделя, она достаточно, на самом деле, очень будет активная с точки зрения всевозможных событий. То есть очень много будет важной статистики, господа. Сразу говорю, что как бы готовьтесь к очень сильной волатильности, очень сильно может кидать курс доллара-рубля. Ну, естественно, рубля будут кидать по отношению ко всем валютам, то есть и к евро, и к юаню. Не могу сказать, что там прям будут какие-то заоблачные высоты, но движения будут сильные. Объясню почему. Потому что на самом деле на этой неделе выходит прежде всего, на что бы я хотел обратить внимание, и те, кто с нами с канала, как говорится, уже давно, знают прекрасно, насколько важен протокол ФРС. А он, господа, будет в среду. То есть выйдут данные по рынку труда в США и протоколы ФРС за декабрь. И также, кстати, индекс деловой активности, PMI. Но самое главное, это, конечно же, протокол ФРС. Протокол ФРС фактически покажет, что в декабре ФРС планировали по поводу дальнейших повышений ставок. А мы знаем, что это как бы и есть основа, скажем, как бы фактор, который, в принципе, и приводит к укреплению доллара, к ослаблению. Ну и, соответственно, в ожиданиях этих ставок происходят всевозможные даже, ну, скажем так, спекулятивные укрепления или ослабления валют. Поэтому этот момент очень важный, безусловно. И вот он, собственно говоря, выйдет в среду. Из чего можно сделать следующее заключение, что во вторник, то бишь уже сегодня, не будет особо сильных движений, скорее всего. Потому что, ну, если только какие-то будут спекулятивные движения, потому что все прекрасно понимают, что впереди протоколы ФРС, и перед этим, как бы, как правило, цены, наоборот, стараются занять выжидательные позиции. Мы помним, что непосредственно по закрытию того года у нас по официальному курсу мы ушли на 69,90, то есть практически на 70, скорректировались по доллару-рублю, да. По Форексу там картина несколько иная, вот смотрите, 71, да, но тоже это все равно говорит о том, что вот этот диапазон 72 и 74, как я говорил, он, скорее всего, остается в силе. Но вполне вероятно, что завтра, например, да, я просто сейчас боюсь делать прогнозы по одной простой причине, потому что, еще раз говорю, год закрылся, сейчас открывается Новый год, и поэтому какие-то могут быть попытки отыграть там, например, все, что было вот за выходные, какие-то были, которые новости выходили и так далее, да, но как бы конкретно все равно основная позиция будет, скорее всего, ожидательная. Потому что, еще раз говорю, протоколы ФРС впереди. Дальше у нас будет непосредственно, смотрите, в четверг занятость по США. Это имеет сейчас тоже огромное значение. Пособие по безработице огромное значение. Запасы в нефти США, кстати, тоже будет играть значение. Но вот занятость США и пособие по безработице имеют очень сильное значение, так же, как и вот, например, смотрите, которые выйдут данные, это, простите, четверг, а вот в пятницу, смотрите еще, да, уровень безработицы в США, число занятых и индекс снабжения АСМ. Ну и также будут реплики выступающего там ФРСника. Почему это так важно, господа? Потому что на самом деле все вот эти показатели, по факту, да, они как раз дают ориентир рынку, и в том числе валютам, какая, собственно говоря, ситуация непосредственно будет в США и какое будет принято решение по поводу подъема ставки. Потому что тут надо будет по этим данным определить, есть рецессия, нет рецессии. Если рецессия есть, то рынки могут поехать вниз, доллар начнет укрепляться, ну, потому что, как бы, естественно, при этой ситуации экономики будут замедляться. Но, опять же, доллар здесь может как укрепляться при рецессии, так и ослабляться, потому что если есть рецессия,
то тогда есть вероятность, что ФРС могут наоборот не поднимать ставки. Но если рецессии нету, но при этом, например, достаточно сильный рынок, да, то тогда наоборот ФРС будут поднимать ставки, потому что не рынок, а экономика, я имею в виду, если довольно крепкая, сильная, то есть вот, например, почему нужен обязательно рынок труда, да, потому что если сильный рынок труда, значит, соответственно, экономика сильная, и вероятность повышения ставок, она растет, а значит, естественно, доллар будет укрепляться. Сейчас еще раз говорю, конкретно прогнозировать по укреплению доллара довольно сложно. Почему? Потому что одни и те же, скажем так, события могут трактоваться по-разному. В одном случае это может быть плохо для экономики, но хорошо для ФРС, и наоборот, плохо для ФРС, но хорошо для экономики и так далее. И рынок, естественно, может на это реагировать по-разному. Тут основной момент сейчас понять вот этот вектор. То есть, во-первых, узнать протоколы ФРС, потому что, смотрите, на самом деле предыдущее, последнее, которое было, собственно говоря, принятие ставки декабря, как мы помним, да, мы ее ждали, она поднялась уже меньше, чем обычно было в последнее время, то есть обычно было на 0,75, в этот раз подняли на 0,50. И прогнозы, на самом деле, говорят о том, что ставка начнет замедляться, то есть, как бы, основной ее предел, он даже, возможно, будет и выше, то есть, например, даже выше 5%, а непосредственно шаги, с которыми она будет подниматься, они могут стать меньше. И вот это будет связано тогда, естественно, на то, что в этом случае доллар будет ослабевать. Но вот вопрос, будет ли на этом укрепляться рубль, господа, потому что на самом деле, как я уже сказал, по крайней мере в конце последних вот этих вот дней этого года, предыдущего 2022, рубль слаб очень сильно слаб. И по большому счету никто ему поддержку не оказывал. Вот то, что произошла там в конце года, скажем так, вот эта техническая коррекция, она абсолютно ни о чем не говорит. Поэтому даже в том случае, если доллар, например, начнет слабеть, то не факт, что рубль будет крепнуть. Вот я к чему веду. Поэтому этот момент надо учитывать. Ну и, конечно же, вот эта ситуация с запасами нефти США, господа. Сегодня, кстати, посмотрел последние данные. Они просто на минимуме. О чем я вам говорил, что у Америки большие проблемы. Вообще прогнозы там чуть ли не на 19 дней всего хватает этих запасов, при том объеме, который у них сейчас есть. И это, естественно, к чему, господа, приведет? Конечно же, к тому, что нефть будут пытаться понизить. Многие сразу кричат, да вот, раз мало нефти, значит, будет она типа резко дорожать. Нет, господа. Скорее всего, все, что сейчас будет происходить, это будут разговоры как раз о рецессии, а мы помним, что это своего рода дубинка, которая позволяет цены на нефть понижать. А мы помним, что в прошлом году как раз, да, в самом конце нефть как раз неплохо выросла, ушла на 8,6, и там на самом деле сейчас те данные по запасам, которые выходили, они показали, что спрос постепенно восстанавливается. Но тут надо учитывать, что еще ситуация с Китаем будет иметь огромное значение. Если у Китая будет опять разговоры по поводу того, что антиковидные меры будут опять усиливаться, например, да, или вот после праздников, вот поверьте мне, наверняка что произойдет, после праздников будут сразу заявления, что якобы резко выросла заболеваемость. Это очень часто используются такие манипуляционные моменты, и, естественно, это будет давить на цены на нефть. Также ситуация, если, например, сейчас вдруг выяснится, что в Америке, почему так важно вот эту статистику, которую мы ждем, да, покажется, что вдруг все-таки экономика начинает замедляться, например, индекс снабжения покажет, что цепочки нарушаются поставок, да, допустим, что безработица начинает расти, что рынок труда начинает замедляться, количество там вакансий создается меньше и так далее, то тогда в этот момент уже опять, при том, что по факту это будет хорошо как бы для ФРС, но на самом деле риски рецессии, они, естественно, приводят к падению американского рынка, да, где он у нас тут, сейчас покажу. Так, это нефть, сейчас, 1 секунду. Я еще не включил, ну ладно, потом я тогда вам покажу. Смотрите, американский рынок поедет вниз, и, естественно, нефть тоже поедет вниз. То есть они ее также будут загонять в район 84-82. Их на самом деле эта цена тоже не устраивает. Они хотят заполнять хранилище 72-74 как минимум, а то и чем ниже, тем уж еще лучше. И тогда вот эта дубинка с рецессией будет разыгрываться. Это вот вы должны иметь в виду. И это важно почему? Потому что, естественно, это будет влиять на курс доллара-рубля. И это будет влиять, соответственно, от того, как будет происходить ситуация с ценами на нефть. Если цены на нефть будут падать, то индекс доллара, скорее всего, будет слабеть. И тогда, собственно говоря, рубль может
ну, не факт, что он будет укрепляться, но, по крайней мере, сильно не сдаваться, да. Еще раз говорю, вот я даже специально прочертил 74, еще один уровень накинул, да, я считаю его пока предельным. То есть вот диапазон от 72 до 74, я считаю, это ровно тот диапазон, который по доллару-рублю сейчас может выстроиться. И этот диапазон будет исключительно в таком ожидательном рейнже, то есть он может потом резко поменяться, если ситуация конъюнктуры на рынке поменяется, в геополитике, то может быть и пробой этого 74, но пока я его ставлю как предел. Непосредственно прогноз до этой недели не выше пока 72. Но еще раз говорю, на протоколах ФРС все может поменяться, но я закладываю также, что протоколы ФРС, скорее всего, будут более, скажем так, глубинные, а не истребинные, то есть вероятнее всего, они будут говорить о том, что все-таки замедление будет подъема ставок. Потолка, допустим, нет, но, допустим, следующий шаг будет более мелкий, например, не 0,50, а там 0,25. Но здесь, в этой ситуации, еще раз говорю, может доллар и перестать крепнуть. Но вот рубль может не укрепляться. И вот это и позволит, в принципе, держаться в районе 72-74. Это мой чисто прогноз на конец недели. Потому что, еще раз говорю, пока, вот, например, завтра конкретно я не берусь делать прогноз, потому что, как, во-первых, открытие Нового года, да, то есть мы начинаем Новый год, поэтому там могут быть отыгрыши какие угодно. И плюс, естественно, говорю еще раз, впереди все основные события, поэтому, естественно, мы их будем ждать. Основное это, конечно же, будет протокол в среду, а дальше уже по дорожке четверг и пятница, они друг за другом, там будет очень много статистики, и она будет влиять. И это, господа, естественно, отразится не только на рубле, да, это отразится. Вот смотрите, на евро, да, евро у нас, соответственно, также может занять позицию, как я уже говорил, про 80 и 82. Я считаю таким диапазоном. Вот смотрите, на Форексе мы откатились аж на 76. Но поверьте мне, 80 мы отыграть можем очень быстро. Насчет 82 пока под вопросом. Но вот 80, если, например, резко пойдет укрепление по доллару, вполне может быть. То есть, если рубль продолжит также держать слабую позицию, а, допустим, будут сейчас какие-то события, например, протоколы или еще что-то, они, естественно, могут очень быстро вернуть за 80. Не факт, что выйдем на 82. Вот пока я его как бы еще ограничиваю, да. И если посмотреть вот сюда, на самом деле, смотрите, я объясню почему. В районе 82-80 даже проходит очень сильный уровень сопротивления, а историческая цель как раз и заканчивается, в принципе, верхней границы на 82. Ну, а вот 80 тоже взять, видите, как тоже непросто. Вот они, два уровня одновременно пришли к одной точке, что говорит о том, что они ее укрепляют. Потому что, смотрите, временные периоды этих уровней абсолютно разные, алгоритмы разные, но приходят они все в одну точку. А это говорит о том, что, значит, эта точка даже здесь локально имеет достаточно сильное сопротивление. И вот, собственно говоря, в районе 80 так и происходит, там 79-60 с копейками, да. И вот мы видим, что когда был первый прострел, мы как раз протестировали зону 83, не пробой. И откатились ниже 80. Это очень важно, господа. И поэтому это, скорее всего, как раз... Но смотрите еще какой важный момент. Мы удержали 76, то есть мы не ушли на 72, например, да? Мы удержали 76. Это тоже имеет ключевую роль. Это говорит о том, что вот этот этаж мы уже покинули, скорее всего, естественно, 72-73, да? А выходим уже на зону 76 и, соответственно, ход в сторону 80. Но прорвать его можем довольно легко и быстро, потому что, еще раз говорю, как выйдут данные непосредственно по тем же протоколам ФРС, естественно, просто паровозом, там не важно, что это будет выходить по доллару, евро также возьмет сразу и резко вскаканет, потому что, ну, если будет, естественно, усиление по доллару, потому что рубль просто будет слаб. Ну и, соответственно, юань, господа. Здесь тоже картина, соответственно, у нас такая же, как мы уже говорили до этого. То есть, смотрите, целевые у нас непосредственно, историческая цель нижняя 10.70, верхняя в районе 11 тоже испытывает сильное там сопротивление. И 10.80, да, там тоже чуть поменьше, там 10.83 тоже есть сопротивление, но это говорит о том, что все-таки вот в зоне от 10.60 до 10.80, тем более до 11, укрепляться будет сложно. И еще один момент, кстати, скажу вам по юаню, господа. Есть вероятность, что, и, собственно говоря, сам Китай начнет ослаблять юань. Потому что надо все-таки после пандемии будет восстанавливать экономику, запустить, соответственно, благоприятные условия для своих экспортеров. И, значит, соответственно, есть вероятность понижения непосредственно ставки и, соответственно, ослабления своей валюты. Поэтому, еще раз говорю, тут сложно будет сказать, как это произойдет с рублем, потому что надо учитывать, что в противовес
противовес ослаблению юаня. Рубль-то не будет крепнуть. Вот этот момент надо понимать. И поэтому насколько сильно может, скажем так, откатиться юань, ну, 9, там, 9-10, да, вот этот буфер, наверное, который года, да, наверное, он его, как говорится, вниз пробивать не будет. А вот взятие, например, там 11, да, ну, вот тут уже становится под вопросом, поэтому более, скажем, вероятный вариант как минимум там 10,2 и до там 10,6, пока, по крайней мере. Но если мы посмотрим на Форексе, то здесь как раз, вот смотрите, 10,6 есть. Но тестировали мы в сторону 11, поэтому об этом тоже нельзя забывать. Еще раз говорю, просто в данный момент надо все валюты учитывать по отношению к тому, что сам рубль крепнуть не будет. Пока к этому нет никаких абсолютно признаков, и поэтому даже если валюты сами будут слабнуть, не факт, что будет слабнуть рубль, вернее, крепнуть рубль. Вот этот момент надо учитывать. Ну, вот смотрите, посмотрим теперь по статистике непосредственно по закрытию, когда мы, собственно, закрыли тот год. Смотрите, по, собственно, облигациям двушки, да, двухлетние. Небольшая, в принципе, сейчас тоже рейнджевая динамика, как мы видим, вот в понедельник, 2 января. Понятно, что рынки еще не торгуются, поэтому, в принципе, я думаю, что завтра даже особых сильных движений не будет, потому что впереди, на самом деле, основные события, но есть вероятность, что все-таки какая-то динамика рейнджевая, она может быть. Потому что, еще раз говорю, отыгрывать могут. Вот видите, у нас выходные проходят тут, и после выхода с выходных, естественно, какая-то там динамика может образоваться. Ну, я думаю, что десятилетки, конечно, отправляются в сторону четверки. Да? Это по-любому, скорее всего, будет продолжение. Все зависит, естественно, от ситуации, как выйдут протоколы. Но до четверки вполне дотянуть может. Десятилетки, в принципе, могут себе позволить не сильно отрастать, потому что все-таки это все-таки длинный временной период. Да? Вот по индексу доллара, смотрите. Вот индекс доллара, пятница 30-го, да, а, соответственно, непосредственно уже понедельник, 2 января, мы видим динамики никакой, потому что еще не было торгов по факту, да, поэтому все ждут, естественно, завтрашний день. Но тут, скорее всего, индекс доллара может тоже немножко еще ослабнуть, либо остаться в этих же примерно пределах, походить туда-сюда. Смысл какой? Ему, конечно, для укрепления надо выйти по доллару за 104,5. Если он за 104,5 не выйдет, то, скорее всего, доллар крепнуть не будет. А также в целом ему надо как минимум восстановиться на 104, потому что 104,5 это уже становится для него на самом деле в данный момент без протоколов или что-то такого подобного, то есть каких-то признаков на то, что, например, ставку могут дальше поднимать, или, допустим, большими шагами, то он сильно крепнуть не будет. То есть там 104, 104,5 пока вообще предел. В лучшем случае до 104. Но еще раз говорю, вернуться он сюда очень быстро может, как только, например, возникнут для этого какие-то, как говорится, обстоятельства. Да? То есть какие-то, например, выйдут данные, особенно все, что связано со ставкой. И этот момент надо учитывать. А проседать, боюсь, что очень сильно он тоже не уйдет вниз. То есть, ну, 103, 102,5, даже, я думаю, наверное, это предел. Я даже думаю, что он даже до туда не дойдет. Почему? Потому что, на самом деле, он сейчас все время контролирует американский рынок. Если американский рынок начинает расти, а американский рынок пока не выпускает за 3,860, то, соответственно, он, естественно, начинает его корректировать, не давать ему расти. Поэтому, я думаю, пока этот диапазон сохранится. По нефти я уже сказал вам, да, что все-таки вот мы дошли до 86. На самом деле здесь вполне может быть коррекция в районе 82-84 и также ожидание непосредственно данных по запасам нефти. Ну вот, собственно говоря, господа, все, что я вам хотел сказать. Еще раз говорю, неделя будет очень непростая, много статистики. Если мы последнюю неделю, там практически минимум был статистики, сейчас наоборот очень много статистики, и она фактически и определит дальнейшую динамику по курсу доллара-рубля. И не только доллар-рубля, а и евро, и юань, сразу говорю, это все будет идти паровозом. Поэтому, как говорится, будем продолжать следить. Завтрашний день, еще раз говорю, не буду давать никаких там прогнозов, потому что, скорее всего, просто удержание этих же диапазонов по доллару, евро, по доллару рублю, скорее всего, не ниже 70, также будем пытаться удерживать. Но еще раз говорю, в принципе, смотрите, даже 69 и 68 это тот диапазон, куда, в принципе, мы можем отойти. То есть, чисто технически,
допустимо, в принципе, нам опуститься до 68. Вот ниже 68 это уже намек на разворот. Ну, то есть, если, особенно если мы, например, пробьем 68 и закроемся ниже, вот это уже будет прям такой нехороший знак для, я имею в виду, роста доллара выше. А вот если, скажем так, он все-таки там не уйдет ниже 69, то тут очень большая вероятность, что все-таки мы продолжим это укрепление в сторону 72 и 74. А 74 пока, скорее всего, предел. И по Форексу мы тоже, кстати, это видим, да, что у нас все-таки вот 71, не покидаем мы особо вот эту зону 72-74, поэтому, скорее всего, как бы здесь в этой зоне останемся. Ну и по евро, да, то же самое. Здесь тоже, скорее всего, диапазон сохранится. Я думаю, что высоко мы до 80, наверное, подниматься не будем, потому что впереди протоколы, но вот в районе там 76-78 погулять вполне можем. Вот если здесь посмотреть, даже до 79, наверное, да, 79, наверное, вот до этого уровня. Вот от 76 до 78. Ну и по юаню, соответственно, да, тут тоже, соответственно, от 10-20 где-то до 10-40. Выше, наверное, пока вряд ли, но вот как вот мы видим сейчас на Форексе здесь 60, вполне могут откатить. То есть 10-20, 10-40. Потому что, еще раз говорю, ждем тех данных, которые на самом деле уже и определят, особенно протокол ФРС. Так что посмотрим, господа. Самое главное у нас начнется со среды. На этом я как бы заканчиваю. Да? Еще раз поздравляю всех с праздником. Напоминаю также, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций, да? Участвуйте в прямых эфирах, задавайте свои вопросы. И, собственно говоря, следите за нами и будьте в курсе.